Так выглядят чубатые куры в дождь. 7, 8, 9. Вот иди теперь и убирай. Коз в этом году не будет. Это очень важный момент. Можно даже греть руки. Хищная птица. Продуктивность этих кур. Посмотрите, сколько! Куры не кушали свои яйца. Скоро будет Пасха. Вот такая весна в курятнике. Видите? Приехала я, а никто не слышит. Естественно, в такую погоду все сидят в курятнике. А ну-ка. Все спрятались. Ну и молодцы. Правильно делают. Холодно. И все куры сидят в курятнике, греются. Вот поэтому бункерные кормушки для кур у меня есть и в помещении курятника. Для вот такой погоды, когда снег, дождь, холодно. Вода в ведрах, смотрите, замерзла немного. Эти дни, пока меня не было в курятнике, мороз был ночью. И было очень холодно. Не выходите, не выходите. Все, иду переодеваться. И будем смотреть, сколько снесли мои курочки за дни, пока меня не было в курятнике. Сухие все выходят. Смотрите. Не выходите. Все, иду переодеваться и будем смотреть, что там происходит в курятнике. Сегодня иду сразу собирать яйца, а воду наберу потом. Смотрите. Вот такой вот у нас апрель. И вот такая вот у нас весна. Видите? Вода за ночь замерзает. Но днем плюс, мороза нет. И, естественно, у птиц есть возможность пить эту воду. Сначала соберу яйца, а потом буду менять в ведрах воду, мыть, смотреть зерносмесь в бункерных кормушках. Если надо, то добавлю. Вот, смотрите. У моих кур всегда есть зерносмесь в бункерных кормушках. Потому что куры у меня живут на даче сами. И никто их не приходит здесь кормить каждый день. А кормят моих кур бункерные кормушки. Бункерные кормушки есть на улице. Вот такая вот большая, двухсторонняя. И куры могут подходить с двух сторон и кушать. И для вот такой плохой погоды, когда идет дождь, снег, бункерные кормушки есть и в помещении курятника. И курочки здесь находятся большую часть времени в плохую погоду и здесь кушают. Но бункерные кормушки у меня стоят еще и не для этого, а для того, чтобы курочка, которая снесла яйцо, она имела возможность сразу же подойти и покушать, пополнить весь свой питательный запас и начать формировать следующее яйцо, которое она снесет завтра. А сейчас я пришла с корзиной и буду собирать яйца. И все буду делать вместе с вами, потому что я приезжаю на несколько часов в курятник, и у меня очень мало времени. Поэтому вместе с вами хожу и будем смотреть, что снесли мои курочки, пока меня не было на даче. И будем смотреть сейчас. Так. Думала, что будет морозные ночи, и куры немножко меньше станут нести яиц. Можно и посчитать их, конечно. 3, 4, 5, 6.
Огромное такое, еле поместилось в руку, смотрите. Не закрывается рука. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Класс, молодцы. 36, 37, 38. 39, 40, 41. 42, 43, 44. 45, 46, 47. Огромные. 48, 49, 50. 51, 52, 53. 54. И есть потери. 55. 56, 57. 58, 59, 60. 60. 63. Есть. И 64, 65. Но это еще не все. Еще верхнее гнездо. 66, 67, 68. 69, 70. Ровно 70 яиц снесли мои старые куры. А ну-ка, здесь еще нету. Здесь гнездо с дыркой вот такое. Ровно 70 яиц снесли мои старые курочки за 3 дня. И при том, что я жду квочку, а, конечно, если курочки несутся, то квочек никаких, естественно, пока не будет. Пока курочка не вынесется, квочкой, конечно же, она не станет. Поэтому квочек у меня пока нет. Все. Бегу в следующий вольер к молодым курочкам и соберем яйца во втором вольере. Не люблю я приезжать в такую погоду. И все хочу сделать очень быстро и поехать домой. Вот такая погода. Холодно, морозно. Идет снег. И даже куры не хотят выходить на улицу. Во втором вольере у меня живут молодые курочки.
которые сейчас самые-самые продуктивные, которые сейчас очень хорошо несутся. Но для этого я им оставляю кормовую ракушку, обязательно для формирования яйца и хорошего усвоения корма, которым я их кормлю. И обязательно у них горит лампочка 24 часа в сутки. Это светодиодная лампочка, может быть лампочка-экономка. Электричество расходуется минимальное количество, зато результат здесь должен быть максимальный. Потому что кур мы держим для того, чтобы они хорошо неслись. Кур мы держим не для красоты. Конечно, для красоты тоже некоторых. Но основная цель наша – получить яйцо от кур. Поэтому делаем все возможное, чтобы они хорошо неслись. Заходите, потому что на улице снег идет. Грейтесь. Будете мокрые, и когда мокрая курица и еще ветер, это очень опасно. Куры могут заболеть в такую погоду. Поэтому в курятнике должно быть тепло и, самое главное, без сквозняка, чтобы все 4 угла были хорошо закрыты. И курочка, которая намокла на дожде, на снегу, она должна зайти в курятник и согреться, и высохнуть. У нее должна быть возможность высохнуть без сквозняка, без ветра. И тогда эта курочка не заболеет. Поэтому захожу и закрываю за собой дверь. Потому что здесь очень много мокрых кур. И даже если в курятнике не будет очень тепло, но не будет сквозняка, то курочка справится с такой проблемой. Она хорошо обсохнет и согреется. И здесь тоже нужно принести воду. Но это я буду все делать после сбора яиц. Иду вместе с вами. Гнезда еще не смотрела. Сидит курочка. Ладно, начинаем со второго. И тут сидит. Вот. Какая красотища. А я думала, в мороз будет меньше яиц. Молодцы. Эта курочка Доминант Dark Shell. Очень всем рекомендую, потому что продуктивность этой курочки в мороз зимой была отличная. Этих курочек я себе купила молодыми осенью и очень-очень ими довольна. Посмотрите, как они несутся классно. Вот, смотрите. Вот это яйца этой курочки. Смотрите. Все гоняются за курочкой Маран. Пожалуйста, смотрите. Яйцо шоколадного цвета. И это не Маран. Яйцо, конечно, у них разных оттенков коричневого. Даже, смотрите, вот такое яйцо может снести такая курочка. Но такое яйцо она уже несет, потому что она уже всю зиму несет. И, как говорится, краска в ксероксе закончилась. И вот такие яйца у меня несут чубатый Доминант Чехия. Меня часто спрашивают в комментариях, как называется курочка, которая несет вот такие яйца. Вот она, героиня, которая несет такие красивые и вкусные яйца. Ну, дай мне яйца забрать. И здесь уже у меня несутся
все, смотрите, и Ломан Сэнди уже есть яйца. Все отлично. Смотрите. Так, здесь все. Ой, а тут тоже сидит курочка. Так, все гнезда заняты, я вижу. А здесь сколько яиц, смотрите. Вот это да. А ну-ка, покажи. Смотрите, как она на них сидит. Они не помещаются под ней, смотрите. Ого-го, смотрите, сколько! Класс! Понижение температуры ночное на этих кур не повлияло. Яйценоскость их отличная. Ну что, буду забирать так. Буду собирать яйца прямо под курицей. Лигорны. Смотрите, какие огромные красивые яйца у лигорнов. Смотрите. Белое красивое яйцо. Не переживай, я тебе одно яйцо оставлю. Когда я собираю яйца прямо из-под курицы, то все до единого яйца, конечно, не забираю. Ого! Смотрите, сколько. Вот это да. А я, если честно, сегодня думала, ехала сюда и думаю, наверное, уже будет сегодня яиц поменьше. Морозы такие, такая холодина на улице. Так, эти забираю, это не твои яйца. Это яйца Dark Shell. И смотрите, видите как? Уже светлеют эти яйца по мере вынашивания этой курочки. А этой оставлю белое ее лигорно яйцо. Или это Ломан Сэнди? Это Ломан Сэнди сидит. Смотрите, черные перышки, видите? Черные перышки. Это Ломан Сэнди. Ну ладно. Одно яйцо я оставлю. Дальше. Сдавай теперь ты яйца. Сидит как купчиха. Все яйца под себя подгребла. Молодец. И, кстати, кто-то из этих кур может стать квочкой. Но инкубировать это яйцо я бы не хотела. Именно вот эти яйца Dark Shell, несмотря на то, что они будут вот с этим петушком чубатым, просто чисто экспериментально можно будет положить под какую-то квочку такие яйца. Но желательно таких курочек приобрести уже готовых, самого настоящего яйца инкубационного, именно Dark Shell, промышленного. И тогда продуктивность этой курицы будет вот такая, как я показывала вам все мои сборы яиц. Поэтому, кто хочет инкубировать яйцо вот от этих кур, подумайте, стоит ли это делать. Если можно купить уже готовых курочек или цыплят готовых Dark Shell из настоящего инкубационного яйца, чем это уже будет, конечно, F2. Цыплята будут. Ой-ой-ой, сколько, смотрите. Смотрите, сколько. Красота какая, да? Молодцы. Давай я буду потихоньку забирать. Мне надо уезжать, поэтому у меня возможности ждать, пока ты высидишься, нету. Оставлю ей яйцо. Вот это ее оставлю, коричневое, пусть сидит. Пластиковых подкладных яиц здесь нет. Я их всех забрала для Амераукана. И, кстати, сейчас скоро будет Пасха. И посмотрите, в магазинах очень много продается пластиковых яиц
разукрашивать детские раскраски. Вот сейчас перед Пасхой можно купить эти яйца и использовать их в курятнике для приучения кур нестись в гнезда. Сейчас очень много продается этих пластиковых яиц перед Пасхой. Так что можно купить. Все, сиди, оставила я одно яйцо. Огромная такая курица, смотрите. Такая красивая, огромная. И здесь еще будет яйцо. Сиди. Так, и осталось у меня вот это гнездо. И буду... Да, конечно. Сдавай яйца. Ой, класс, смотрите, сколько здесь. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, оставлю ей коричневое. Что ты встала? Ты снесла яйцо? Стоишь. Все, я быстро. Я заберу и все. И дальше сиди себе. Все. Молодец. На, оставляю тебе. Нет? Наверное, снеслась уже. Но горячих яиц не было. Вернее, теплых яиц под ней вот такого цвета не было. Значит, она еще не снеслась. И молчит. Слышите? Она не снеслась еще. Ну, тогда я забираю яйцо. Иди неси яйцо. Сверху. Ага, смотрите. А это яйцо очень похоже на Адлера. Такое крупное уже. Надумалась. Похоже на яйцо Адлера. Почему я удивилась? Потому что оно очень большое. А Адлеры у меня очень молодые курочки. Так, и здесь все. Смотрю сюда. Нет, здесь ничего нету. Одно яйцо только сверху было. Больше нет. Смотрите, зашла сюда. Видите? Она не снеслась еще. Потому что те яйца, которые я забирала под ней, ни одного теплого не было. Я рукой слышу яйцо, которое свежеснесенное. Таких я там не ощутила. Значит, она еще будет нестись. Ну, здесь яйцо, если я буду успевать, я зайду еще заберу. Все-таки хочу положить яйцо, что яйцо надо нести сюда. И в этом вольере тоже стоит вот такая большая бункерная кормушка. И я, когда приезжаю, я только проверяю наличие зерносмеси. Если надо, досыпаю. Если не надо, то у меня экономится время пребывания в курятнике. Вот в такие дни это очень сильно выручает. И в некоторые мои приезды в курятник я могу только собрать яйца и уехать. Ну, естественно, только воду. Вот воду нужно обязательно поменять и принести свежую. А теперь идем в третий вольер. Посмотрим, сколько там яиц. Вольер мокрый. Главное не подскользнуться и не упасть где-то с яйцами. Посмотрим, что здесь. Индюшка сидит, несется.
Так, ну что, не хочется мне забирать у нее яйца сейчас. Ну, хотя бы посмотрю, что там. Хотя бы посмотрю. И смотрите, видите, яйцо скушали. Индюшки тяжелые. И они могут своим весом давить яйца. А ну, покажи мне. Покажи. Есть, видите? Индюшиные яйца есть. Так. 2 заберу. 2 яйца заберу. Но все, конечно, забирать не буду. Оставлю тебе, оставлю. Посмотрю только, сколько тут. Так, и еще 3, смотрите. Ага, не отдает, не отдает. Давит, смотрите. И еще 3 яйца. Грязное, конечно, вольер грязный. Так, эти 3 яйца я не буду забирать. Не будем жадничать. Пусть сидит на них. Сиди, сиди, хорошая, хорошая, хорошая. Бройлеры. Бройлеры КОП 500, которые сидят у меня вот так вот отдельно, в отдельном вольере, уже давно сидят. И они несут яйца. Но, по моим предположениям, они их кушают. Потому что яиц не вижу. А нет, вот есть одно. И то, наверное, потому что оно спряталось. Поэтому оно уцелело. Потому что думаю, что они кушают яйца. А ну-ка, тест проводим. Проводим тест. Да, видите? Не дам вам яйцо. Забираю. Все, заходите. Посидят, пока мне нужно будет освободить этот вольер. Много они у меня не кушают. Кушают они зерносмесь, пшеницу, кукурузу. Поэтому пусть пока сидят, а потом будем видеть, что дальше с ними делать. Эти гнезда проверяю. Здесь ничего нет. Здесь таких курочек, которые могли бы сюда нестись, только 2. Одна фавероль и одна курочка маран. И нету яиц. Все. Одна курочка фавероль и одна маран, а остальные индюки. Так, и вижу, смотрите. Конечно же, было яйцо. По моим предположениям, его скушали. Иду дальше. Несется еще и вот эта курочка. Но за моей кошкой Марусей, я думаю, я не успеваю. Она уже, наверное, это яйцо съела. Ну, сейчас посмотрим. Так выглядят шелковые куры в снег, в дождь. Вот такие мои красоточки. Мокрые. Заходи в домик. Посмотрим, что тут. Вот где яйцо. Одно есть. Смотрите, но кто-то уже его или клевал, или пытался прокусить. Вот. Вам видно дырочку, да? А в гнезде ничего нет. Правильно делаете, что греетесь в курятнике. На улице ужасно холодно. Идет снег. Заходите в курятник, грейтесь.
А ну-ка, сколько яиц у Мираукана, смотрите. Ого! Голубые яйца вот этих курочек Амираукана. Молодцы. Сейчас буду забирать. Очень хорошие несушки. Мне такие курочки очень понравились. Сколько тут яиц в этот раз? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 яиц. А это остаются пластмассовые и резиновое одно яйцо. Это для того, чтобы куры не кушали свои яйца. Обычно такие яйца кладут, чтобы курочка знала, куда нестись. А у меня в данном случае вот эти пластиковые яйца помогли уберечь яйца от поедания курочками. Куры сразу перестали кушать свои яйца. И забираю вот эту красоту. Это голубые яйца Амираукана. Вот такой красивой курочки, хорошие несушки. Вот они. Вот такой вот у меня сегодня получился сбор яиц от всех моих кур. И старых, и молодых. И Амираукана. Пришла наводить порядок в гнездах. И решила показать вам. Вот видите, как происходит, когда яйцо уже задерживается на мусоре, который скапливается за несколько дней. И уже, естественно, становится добычей или кошки, или кур. Но в конце концов клювом они выталкивают в яйцесборник, и яйцо все-таки сюда скатывается, но уже оно, конечно, поврежденное. Гнездо вот в таком состоянии, его нужно обязательно убирать и мыть. Ну, а вот так вот скапливается мусор. А вот курочка Маран, чистокровная, чистопородная. Она очень похожа на доминанта Dark Shell. Срочно навожу порядок в гнездах, потому что куры, которые сейчас заходят в гнезда и несут яйца, они, естественно, будут задерживаться и пачкаться.
Очень важно, когда идет снег, чтобы ячейка сетки, которая накрывает вольер, была такого размера, чтобы налипание снега не влияло на провисание этой сетки. Вот так частично снег останавливается на этой сетке, а в основном весь проходит через нее в вольер. И это очень важно для того, чтобы не было обрыва, обвисания сетки, и в ней может запутаться курица и погибнуть. Поэтому это важный момент в курятнике при выборе сетки, которой будет накрыт вольер. Вот такая весна в курятнике. И ничего с этим не сделаешь. Снег накрыл зерносмесь, пока я ее несла в курятник. А это очень плохо. Сейчас покажу почему. Куры все спрятались от снега в курятник. Покажу вам, почему это плохо. Когда я несла, вот смотрите, видите, зерносмесь у меня покрылась в ведре снегом, пока я сюда несла. А это очень плохо. Потому что в бункерной кормушке надо засыпать идеально сухую зерносмесь. Потому что она так устроена, что зерносмесь должна подсыпаться сама по мере съедения курочками этой смеси. А если попадет влага в эту бункерную кормушку, естественно, зерно набухнет и функция подачи зерна остановится. Мокрое зерно в бункерной кормушке подаваться уже не будет. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Зерносмесь должна быть только сухой. Никаких мешанок в бункерных кормушках быть не должно. Никакой влаги. Только сыпучая, сухая зерносмесь. И пока я ее донесла, засыпалась она снегом. И вы видели, что первую порцию сверху, которая была со снегом, я насыпала сразу в бункер, именно в тот отдел, с которого куры сейчас кушают. А уже ниже в ведре была уже сухая зерносмесь, без снега. Поэтому я ее насыпала уже дальше в бункер. Так как куры живут на даче сами,
что это очень важный момент. Зерносмесь должна подаваться четко, вовремя и по мере съедения курочками порции зерносмеси, которая находится в открытом месте бункерной кормушки. И так как мои курочки сейчас намокли, на улице идет сильнейший снегопад, поэтому закрываю дверь, чтобы здесь не было сквозняка, чтобы здесь было тепло и чтобы они все высохли. Вот такой вот снег у нас сегодня. Воду я принесла, зерносмесь насыпала, и все на сегодня я уже сделала. И могу спокойно ехать домой. Ну а вот так вот выглядят чубатые куры в снег и дождь. Молодцы! Вот это дисциплина. Чего на холоде сидеть? Молодцы! Вот так вот ведет себя в снег эта рыбацкая сетка. Вот так вот налипает снег. Прекрасно. Меня такая сетка устраивает. Это отличная величина ячейки, через которую не доберется хищная птица. Она прочная. Порвать ее невозможно просто так. Это рыбацкая сетка. Ну и моя кошка Маруся добраться до яиц тоже не может в этот вольер. Очень жалко, но абрикос в этом году не будет. Мороз, снег как раз во время цветения абрикоса. И у меня это поздний абрикос. Но есть надежда, что некоторые пупинки еще не раскрылись. И вот здесь, возможно, будет абрикос. А вот это все, к сожалению, замерзло. Во втором вольере ставлю воду еще в помещении, потому что здесь переселяла кур. И для того, чтобы для тех, кто не выходит из курятника, чтобы у них здесь была вода. Ну, они уже здесь привыкли, и я ставлю. Хотя в курятнике, в помещении я не люблю ставить воду. Это сырость, это влажность, которая не нужна в курятнике. Но здесь вижу состояние хорошее. Они не разлепывают воду, поэтому для них ставлю. Тем более, что плохая погода. И куры в основном будут находиться здесь, в этом помещении. А на улицу они выходить практически не будут. Ну, если захотят, то выйдут, конечно. Может быть, когда я уеду, может быть, погода поменяется и будет даже солнышко выходить. Не знаю.
конечно, они будут выходить тогда на улицу. Ну, а в дождь и в снег куры в основном, я вам показала, когда приехала, все сидели в курятнике. Они тут снесли. Есть. Есть. Помните, курочка сидела одна? А мы оставили здесь одно яйцо. Пришла другая. Смотрите, вот. Голубое яйцо уже есть. Чистенькое. Теплая, только-только снесла курочка. Смотрите, забираю. А ты неси дальше. А, там еще есть. А какой я оставляла? Я же оставляла белое. Вот это оставляла, да? А тогда коричневая уже снесла еще какая-то курочка. Сейчас я покажу. И заберу. Все, вот это тоже можно забрать. Да, оно теплое. И мне кто-то написал, что я неправильно говорю, что яйцо горячее. А вот смотрите, какие у меня руки после ледяной воды. И вот на контрасте для меня это яйцо сейчас горячее. Потому что руки у меня замерзли. И об это яйцо можно даже греть руки. Вот такое яйцо. И прибежала сразу хозяйка этого яйца. Dark Shell. А я забираю. В гнезде остается курочка, и под ней остается яйцо. Пусть будет. Здесь тоже, по-моему, сидела. А здесь пока еще ничего нет, потому что я оставляла здесь одно яйцо. Смотрите, все гнезда заняты. А я уже уезжаю. Ждать мне эти яйца уже нету времени, поэтому пока нету. Поэтому эти яйца, этих кур я заберу уже в следующий раз. И прошлое видео, когда я монтировала, я обратила внимание, как красиво курочки уложили сами солому в этих гнездах. Смотрите, сразу я не заметила, я так не ложу солому, я просто складываю, делаю небольшое углубление и все. Посмотрите, как аккуратно каждую соломинку они уложили. На это я обратила внимание в прошлом видео, когда монтировала видео. И здесь точно так же, смотрите. Видите, какое гнездышко? Это они делают сами. Куры сами складывают каждую соломинку и делают такое красивое гнездо. Стоит надо мной и все слушает, все, что я рассказываю. Вот такие это хорошие курочки. Все 4 гнезда. Все заняты. Вот такая продуктивность этих кур. Особенно, когда они будут жить отдельно от всех других кур. Кормовая ракушка в курятнике должна быть обязательно. Сейчас буду накрывать эти гнезда перед отъездом. И посмотрю, что тут еще есть. Есть 2 яйца. Одно красивое, огромное, белое. И зрители моего канала знают, чье это яйцо. Правильно, ливенской ситцевой. Огромные вот такие яйца. И еще одно. Вот, видите, обычное яйцо и ливенской ситцевой. Вот такая разница. Забираю. И, кстати, я уже убрала в гнездах. Откуда это взялось? Кто-то уже запачкал в гнездах. Уберу сейчас. И все. И могу ехать домой. Но сначала надо закрыть гнезда. Гнезда я сверху закрываю ветошью.
для того, чтобы дольше прослужили эти гнезда, для того, чтобы помет не портил вот это ОСБ. И так удобнее. Удобнее для меня, для содержания кур. Когда приезжаю, мне не надо чистить поверхности этих гнезд, а можно сразу собирать яйца. И вот стою вам рассказываю, и вот смотрите, что она сделала. Молодец! Не успела я накрыть гнезда. Вот иди теперь и убирай. Вот она, ливенская ситцевая, которая несет такие огромные яйца. А вот так выглядят чубатые куры в дождь и в снег. Шпинат и редиска у меня закрыты агроволокном в теплице. Поэтому мороз им не страшен. Клубника накрыта. И тоже я надеюсь, что от мороза немного спасло ее. Ну-ка, давайте посмотрим. Снег, просто снег. Самый настоящий снег. А ну-ка заглянем. Хорошо здесь клубнички. Тепленько. Отлично. Надеюсь, что клубника будет. А вот абрикосы, это ранняя, не будет точно. Вся зацвела и замерзла. Чеснок и лук мороза не боится. Здесь все нормально. Чеснок переносит морозы хорошо. Яблони еще не зацвели. И, скорее всего, это ее спасет. Очень хочется, чтобы было много яблок. Горох я тоже накрыла спанбондом. Но горох не боится морозов. Но если было чем накрыть, то накрыла. Вот так выглядит горох. Он как раз только-только сходит. Отлично. Потеплеет через несколько дней, открою, и он быстренько подымется. Перед отъездом посмотрю здесь, что тут. Есть 2 яйца, видите? 3 даже. Даже 3. Молодцы. Все, забираю. И я уже опаздываю, надо уезжать. Забираю на дорожку. Свежайшие. 3. Да, 3. Смотрите. Чистенькие. Голубые яйца. Свежие. Только что снесли. Забираю и еду домой. На улице холодно, мокро, сыро, а у них здесь тепло, сухо и очень хорошо. Заходим все, заходим, буду закрывать. Заходите, буду закрывать вас. Все, сегодня очень быстро. Все сделала и еду домой. Надеюсь, что в следующий раз приеду, будет хорошая погода, будет тепло.